Уважаемые друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Сгонников. Я являюсь ученым, кандидатом наук, исследователем, скептиком. Вот сегодня мы встретились с Александром Масоловым и хотели поговорить такую необычную тему, как пирамиды, их полезные свойства и какую пользу они несут вообще. Вот, представьте. Александр Масолов, заместитель руководителя Воронежского отделения научного центра исследований «Космопоиск». Александр, как давно ты занимаешься исследованием, изучением свойств пирамид? Эта тема заинтересовала меня еще в 2009 году, то есть это практически 16 лет на сегодняшний день. Вот. Экспериментировал с различными видами пирамид, начинал с картонных, деревянных, прочих. Меня интересовали пирамиды по части влияния на окружающую среду и живую природу. Ну вот по ходу дела пришлось когда-то заниматься автобизнесом, и возникла идея разместить пирамиду в автомобиле, сделать ее компактной, но действенной. Таким образом вот и пришел в результате различных экспериментов к этой фрактальной форме пирамиды, состоящей из маленьких пирамид, причем наполненной минералом. Вот эта вот пирамида, в частности, Сюда поближе. Да, НЭП-30, наполненная шунгитом, с вот таким вот интересным лабиринтом в основании, который значительно увеличивает плотность ее поля. И далее, и до сегодняшнего дня занимаюсь этим вопросом, ставлю эксперименты. Это, собственно говоря, перспективная форма направления исследований, которая, надеюсь, даст практические результаты для конкретных людей, для конкретной деятельности человечества. Александр, я вот слышал, что не так давно ты проводил опыты по влиянию поля пирамид на углеводородное топливо с целью выявить возможную экономию, с целью сократить, минимизировать ущерб, убыток окружающей среды, принести пользу нашей планете в результате экологии. Вот каковы результаты? Результаты есть, результаты неплохие. Мои знакомые, значит, которые заинтересовались этой проблемой, взяли вот эти пирамидки в свои автомобили и провели конкретные исследования на предмет экономии топлива. Результаты есть, они выложены в ролике, которые далее будут представлены здесь в нашем сюжете. Но самое основное, значит, еще впереди, еще предстоит провести исследования по части сокращения вредных выбросов. Но, тем не менее, начало исследований таким положено, так что идем верным путем. Да, ребят, ну вот я скептик, да, еще раз говорю, я ученый, но вот сам имею такие пирамиды на самом деле, не знаю, штук 5 у меня их, наверное, да, и много, мне известна информация, что много достаточно таких влиятельных, даже известных людей, и которые, ну, и чиновников в том числе, да, и которые приобретают и имеют у себя тоже такие пирамиды. Вот. Следующий мой вопрос. Хотел бы узнать, что послужило все-таки отправной точкой исследования проведения этих экспериментов, исследования полезных свойств пирамид. Вот. Хотелось бы уточнить этот момент. Здесь отправная точка находится в номере журнала номер 4 за 1997 год, журнала «За рулем». Там была опубликована статья кандидата технических наук Владимира Селищева, с которым я впоследствии лично познакомился. Статья эта называлась «Пирамиды Хеопса в автомобиле». Я так думаю, что есть необходимость процитировать некоторые выдержки из этой статьи, чтобы они дали объемное представление зрителям, о чем идет речь. Вот я сейчас процитирую. 10 лет назад, это автор пишет, я сделал первое устройство, маленькую пирамиду, копию пирамиды Хеопса, которую назвал концентратором биополя. Натолкнуло на эту мысль короткое сообщение о болгарских ученых, в частности Иване Милеве, использующих пирамиды для повышения продуктивности в сельском хозяйстве и очистки воды.
Эти сооружения не совершали видимых действий. Они просто стояли и излучали биополе, доводя знаменитые болгарские помидоры до фантастических размеров. Я начал проводить эксперименты в этой области и вскоре разработал целую гамму подобных устройств. Сначала попробовал на растениях, а затем в сельском хозяйстве, медицине, биологии, химии. Появились результаты и новые знания. Вскоре пирамидки прижились в квартирах моих друзей, где создавали комфортный уровень биоэнергетики, а затем с той же целью перекочевали в их машины. Вот тогда-то мы стали замечать, что и сами автомобили при этом приобретают новые качества. К примеру, многие ощущали повышение мощности двигателя. Мой «Москвич» 21412 вдруг стал ускоряться наравне с «Самарами», а старенький, изрядно потрепанный «Жигуленок» друга перестал дымить и прибавил прыти. Чтобы проверить полученные результаты, я, то есть Владимир Сельчев, автор статьи, и пришел в НАМИ. То есть НАМИ – это научно-исследовательский институт автомобильной промышленности, где должны были или подтвердить, или опровергнуть их. Первые испытания провели на стендовом двигателе грузового автомобиля. Бензин из одной канистры, которым заправляли мотор, разделили на две части, и одну из них зарядили пирамидой в удаленном от стенда помещении. С прогретого мотора сняли показатели в типовых режимах. Сначала на обычном бензине, а потом на заряженном пирамидой. При сохранении мощности зафиксировано снижение расхода при работе двигателя на обработанном топливе от 5,4 до 9,2%. Содержание окиси углерода СО в отработавших газах не изменилось, а углеводородов CH уменьшилось в среднем на 30%. Наконец, в испытательном центре автомобильных изделий при НАМИ проверили действие пирамидок непосредственно на автомобилях АЗЛК 214122 и УАЗ 31512. Измеряли экономичность и скоростные свойства машин на специализированном роликовом стенде. В этих экспериментах бензин предварительно не заряжали. Пирамиды размещали внутри автомобилей. В протоколах эксперты отметили, что они не ухудшают работу моторов и не снижают эксплуатационные характеристики машин на разных режимах. Но в «Москвиче» количество выбросов СО сократилось на 21,4%, CH на 13,7%. Правда, возросло содержание НО, то есть окислого азота, на 12,4%. Расход же топлива в городском цикле уменьшился на 5,5%. УАЗик с пирамидой стал резвее обычного. Время разгонов с 30 до 90 км на прямой передаче сократилось на 2 секунды. Позволю себе небольшой комментарий. Двигатель автомобиля «Москвич» 214122 до начала наших испытаний отрегулировали на минимальный расход топлива. Специалисты утверждали, меньше не получится. Тем не менее, полипирамида сократила расход на 5,5%. При этом автомобиль не потерял ни в мощности, ни в динамике разгона. Здесь возникает вопрос, а какова же природа вот этой экономии? То есть какие процессы происходят в бензине, в углеводородном топливе, которые сокращают его расход? Вот тут автор пишет, значит, свои соображения на этот счет. Какой же секрет экономии углеводородного топлива под влиянием полипирамиды? Вероятно, он сокрыт в самом названии этой удивительной конструкции. Пирос, в переводе с греческого, огонь. Да и сама пирамида по своей форме напоминает язык пламени. На фотографиях пирамид, сделанных в токах высокой частоты, видны столбы свечения ионизированных частиц, исходящие из вершин. Такова мощь их таинственной энергии. Торсионное поле пирамиды является своеобразным катализатором, активизирующим процесс сгорания топлива, а присутствующий в его частотах компоненты золотого сечения гармонизирует молекулярную структуру топлива, восстанавливая его частично деформируемые, несгораемые молекулы. То есть речь идет о том, что вот, шестиугольники бензольные, они молекулы, они рвутся, и рваная молекула, она не горит. А пирамида своим полем
возвращает их в натуральное состояние, собирает эти рваные молекулы, и они уже сгорают, как им положено. Таким образом, восстанавливая его частично деформированные сгораемые молекулы, что способствует ее наиболее полному сгоранию. Вот такие интересные эксперименты были, значит, проведены Владимиром Селищевым, автором статьи «Пирамида Хеопса в автомобиле». А мы их продолжили. При этом применяли несколько иной конструкции пирамиды. Значит, если Владимир Селищев применял каркасные пирамиды, то мы применяем, так скажем, объемные пирамиды, которые мы назвали фрактальными, поскольку здесь повторяющиеся формы пирамиды. Маленькая пирамида, она своими геометрической формой, она такие же сочетания от взаимоотношений высоты и стороны основания, так же, как и собраны пирамиды. То есть это фрактал, повторяемость. Причем, как я уже говорил, наполненную пирамиду шунгитом, это особый очень интересный минерал, который положительно влияет на окружающую среду. Его используют как для нейтрализации патогенных зон, так и для очистки воды и во многих других, так сказать, каких-то, значит, технологиях. Таким образом, наши эксперименты практически совпали по результатам с экспериментами Селищева. Вот, и чему мы, собственно говоря, и рады. Александр, подскажите, вот как это благоприятно или неблагоприятно, то есть какая польза окружающей среды, экологии, то есть как можно уменьшить вот, глобально вред экологии, который сейчас вот наносится, да, различными там, промышленностями, воздух, вода, земля, то есть и так далее. То есть вот как такие пирамиды могут гармонизировать вот структуру человеческого, там как-то воздействовать, человеческое сознание на системы органов организма, да, и как бы других живых организмов, и вот экологии, грубо говоря, окружающей среды и природы в целом. То, что пирамиды массово представлены на поверхности нашей планеты, это говорит о том, что люди уже давно поняли их полезные свойства. Видимо, они уже когда-то применялись более древними цивилизациями. И мы сейчас по спирали истории выходим в ту же точку познавания их свойств. На настоящий момент времени, вот что конкретно по ходу своих исследований удалось выявить, что пирамиды, во-первых, нейтрализуют геопатогенные зоны. То есть места, которые, значит, имеют место быть на поверхности планеты, они могут быть как естественными, это пересечение энергетических линий планеты, так называемые сетки Кури, сетки Хартмана, также и искусственными патогенными зонами, которые, значит, генерируются различными подземными коммуникациями, работой электрических, электронных систем. Таким образом, это свойство нейтрализации патогенных зон, оно как бы является ведущим. Но выявляется еще момент того, что пирамида нейтрализует и вредные выбросы. Значит, тут напрашивается вопрос, вернее, даже как бы тема, что пирамида, она является своеобразным гармонизатором всего в природе. Вот то, что отклоняется от нормы по ходу, значит, жизни самой природы, пирамида как бы старается в эту норму обратно ввести. То есть она как бы посредничает между той матрицей, значит, природы, которая в идеальном своем состоянии содержит как бы чертежи всего, что присутствует на планете, и начинает все, что от этих чертежей отклонилось, обратно к ним и сводить. Будь то атмосфера, вот, нейтрализуя, значит, вредные выбросы, будь то патогенные зоны, которые выводят из нормы тоже, так сказать, состояние окружающей среды, вот, будь то, значит, рваные молекулы бензина, которые... То есть структурирует, гармонизирует. Да, именно гармонизатор. Корректирует, если надо, да, то есть по вашему мнению. Так. Конечно, это же, собственно говоря, она сама пирамида как бы повторяет устройство Вселенной. То есть вершина – Творец,
и расширяющиеся, значит, к основанию грани, которые собой символизируют природу. Мгм. Александр, каковы дальнейшие планы вот, исследования, направления, последующих экспериментов? Да, мы сейчас хотим продолжить эксперименты по экономии топлива, но на бензине мы провели уже значит, частично эксперименты. Теперь хотим провести эксперименты на солярке и хотим провести эксперименты на авиационном керосине. Каким образом будет происходить экономия. Вот. Но сейчас с экспериментами на солярке проблем особых нет. Вот. Ну, то есть на дизелях. Там уже в ближайшее время определим испытателей, которые возьмутся, значит, проводить эксперименты такие на своих дизельных автомобилях. И попробуем договориться с подразделением Ан-2, самолета Ан-2 сельскохозяйственной авиации на предмет экономии бензина авиационного и договориться, я не знаю, как удастся или нет, но попробуем, с аэропортом на предмет установки в самолете, на предмет экономии уже авиационного керосина. Вот такие у нас планы. Плюс, естественно, значит, попытаемся договориться мы с экологическими службами и провести эксперименты на предмет выхлопов, собственные эксперименты. Каким образом пирамида сокращает количество вредных выбросов через выхлопную трубу автомобиля. Вот такие планы у нас на будущее. Александр, подскажи, где можно подробно ознакомиться вот с результатами исследований, вот как именно о свойствах пирамид, где можно почитать, посмотреть, я не знаю. У нас есть сайт лечебной пирамиды здоровья и защиты, пирамида Health.com. Ссылка на сайт будет дана под роликом. Пожалуйста, заходите, там очень большое количество, значит, результатов наших исследований выложено. Вот, сайту уже 15 лет. За это время там накопилось достаточно много интересного и полезного. Я думаю, интересно всем будет там побывать, посмотреть. Я знаю, что у вас как бы так со всех стран, я знаю, со всех уголков России, страны покупают пирамиды, есть интерес к этому. Вы делали пирамиды чуть не человеческий рост, огромные, из разных материалов, так скажем. Вот. Правда это? Интерес к пирамидам есть, естественно. Приобретают люди. Не сказать так, что туда в очередь стоят. Но, тем не менее, значит, проявляет интерес, приобретает, пишут отзывы. Они есть на нашем сайте, эти отзывы. Делали большие пирамиды мы, ну, метровой высоты, такие же фрактальные. Вот. Очень хорошее влияние оказывает на окружающую среду. Вот человек себе поставил на дачном участке, урожайность ну, где-то более чем на 50% повысилась. Ого. Это тех культур сельскохозяйственных, значит, овощей, которые он там выращивает. Плюс, значит, плодовые деревья, абрикосы там стоят. То же самое там. Просто они обычно бывают там через год. Ну, хороший урожай, потом отдыхает дерево, потом еще там через год дают. Это стабильно, такой достаточно хороший урожай у него, значит, абрикосов ежегодно имеет место быть. Ну вот то, что на сегодняшний день, значит, удалось зарегистрировать. Плюс к этому проводили эксперименты на больших пирамидах, да и на маленьких тоже, значит, прибором Lotus. Вот, Lotus подключали, ну, он через пульс снимает этот прибор, он снимает показания пульса и естественным образом преобразует через алгоритмы программы показатели, значит, конкретного состояния организма человека. Так вот, люди, которые находились рядом с пирамидой, всех их показателей пошли в плюс. Буквально по всем, так сказать, так скажем, жизнетворным направлениям, которые человек имеет. Вот. Так что перспективы для исследования есть, будем работать дальше. Вот. Я думаю, что так же, как и наши предки, мы придем к тому, чтобы эти пирамиды стали повседневностью нашей жизни, приносили пользу планете и нам. То есть мы как бы возвращаемся к истокам. Вот. Да, мы по спирали истории опять выходим в эту точку исследований. Вот. Не, значит,
просто, так сказать, чисто материальных каких-то, к которым мы привыкли, факторов окружающего нашего мира, а более тонких, то есть каких-то тонких полей, вот, взаимодействия этих полей, вот, регулирование их, использование их к себе, так сказать, на пользу. Вот. Я думаю, что когда-нибудь со временем придем к тому, к чему в свое время приходил Тесла, то есть получить электричество непосредственно из атмосферы. Вот. Ну, это, видимо, зависит от духовного состояния человечества. Вот. Он, собственно говоря, открыл, а применить-то он массово не позволил, как бы, не выдал своих, значит, вот этих результатов, поскольку понимал, что человечество на этом духовном уровне, естественно, оно пока еще не может такие знания иметь, поскольку может использовать их во вред. Но надеюсь, что мы качественно меняемся с каждым годом, станем лучше, получим новые возможности. Однозначно. Уважаемые друзья, хотел бы напомнить, что эта тема вот стала предметом нашего совместного исследования. Да. То есть в определенном этапе я подключился, мне стала эта тема интересна. Опять же таки говорю, как скептику, как ученому, как просто любознательному человеку мы издали вот такую книжку «Таинственная сила целебных пирамид». Постарались объективно подойти к этому, то есть тут только факты мы аккумулировали, собрали, все централизовали, систематизировали максимально те знания, которые нам удалось как бы найти, да, проанализировать экспериментальным путем, то есть путем исследований, путем опытов, конкретных результатов, которые есть позитивные действительно результаты. Вот, и вот издали такую вот книжку. Да, вот мы тут с Андреем. Все, спасибо вам большое. Спасибо, зрители, да, за то, что за ваше терпение, с которым вы нас выслушали. Всего вам доброго.